Наши мужчины не понимают азиаток. Очень часто в крахе отношений с азиатками виноват мужчина. Эта черта мужского характера ставит на отношениях крест. Кому не стоит знакомиться с азиатками? Европейские мужчины, азиатки и Конфуций. Мне легко и просто писать про то, почему европейские мужчины ищут отношения с женщинами из стран Восточной Азии. Большому счету, мне достаточно описывать свои впечатления и опыт моих знакомых. И поверьте, я прекрасно понимаю причины, по которым взрослый состоявшийся мужчина уже спустя полчаса общения с азиаткой готов, сломя голову, лететь с ней в ЗАГС. Ибо контраст уж очень бросается в глаза. Но сегодня мы поговорим про то, как мужчины своими руками закапывают отношения. Конечно, развод чаще подают азиатки, но виноваты в распаде семьи наши мужчины. Мужчины выбирают азиаток. Если мужчина выбирает в жены азиатку лишь за внешность и ласку, он как минимум наивен, но чаще просто глупец. Подобные отношения изначально обречены. Конечно, азиатка будет стараться, но с букв О, Ж, А, П слово счастье не сложишь. Мудрый человек жену из Азии выбирает за ее культуру и их традиции. И это очень важный момент, о котором многие прямо не задумываются. В данном случае речь идет про те самые патриархальные отношения в семье и обществе. Правда, когда старик Конфуций диктовал ученикам свои мысли, он не подозревал, что спустя века его нравоучения будут ставить крест на мультикультурных браках. Конфуцианский ученый Мэнцзы говорил, женщине положено быть послушной в 3 случаях ее существования. До замужества она должна слушаться своих родителей. Во время замужества она должна слушаться мужа. А если овдовеет, то должна слушаться взрослого сына. Отсюда следует абсолютное доминирование в семье мужчины. Вероятно, кому-то покажется странным, но многих азиаток такое положение дел вполне устраивает. Еще азиатка ждет от своего мужа уважения, но она же ожидает, что принимать решение будет именно мужчина. Звучит неплохо, не так ли? Однако проблема возникает, откуда не ждали. Наше матриархальное общество. Воспитанные в матриархальных условиях мужчины в принципе не готовы к отношениям с азиатками. Многие из нас выросли в неполных семьях, где вообще все вопросы решает женщина. Но даже в полностью укомплектованных семьях нередко фактическая глава именно женщина. И какой модели поведения она научит своего сына? Добавок в обществе веками вколачивалась идея «ты есть никто и звать тебя никак». Забивается инициатива, желание быть не как все. Да и вообще, чтобы сидели тихо и не высовывались из толпы. Подчинение стадного инстинкта на уровне коллективно-бессознательного. Ты ничего не решаешь, тебе скажут, как поступать и что делать. Причины понятны, послушной толпой управлять намного легче. Вспомню, как Антон Павлович Чехов говорил про необходимость выдавливания из себя раба по каплям. За прошедшее столетие эта потребность явно не стала меньше. При некотором желании, проявление стадности, рабских устремлений и попыток забить инициативу мы увидим везде. Например, в отношениях к малому бизнесу государства, которым малый бизнес всячески давит. Если в отношении наемных сотрудников руководства компании, собственник бизнеса по определению жадный упырь, а сотрудник недооцененный гений. Даже мужчины с высоким IQ и развитыми управленческими навыками считают, что уж дома-то можно расслабиться и отдают все управленческие рычаги жене. Почему? В качестве объяснения выступает разговор о некоем равенстве. В результате получаем матриархат. И хорошо, если женщина всего станет лишь немного манипулировать и получать больше маленьких радостей. Часто же она просто садится мужчине на лицо. Если женщина цинична, она использует мужчину и выбросит, как известное, изделие. Стоит понимать различия мужской и женской модели поведения. Это мужчина может абстрагироваться от чего угодно, из головы идти в работу или хобби. Прокрастинация – это прежде всего про мужчин. Женщина более привязана к детям, и если не ради себя, то хотя бы ради них будет добиваться и грызть мозг. Ну, по крайней мере, так должно быть в теории, ибо заложено природой. И, конечно, без перекосов никак. Вот у вас были отношения, задумайтесь, как много у ваших общих вопросов решала женщина и на ее усмотрение. Споры по любым вопросам, куда пойти есть, что тебе и ей носить, какое кино смотреть, с какой стороны кровати и спать, кто кому принесет воды. Немного внимательности, вы сами поймете, что никаким равноправием полов тут и не пахнет. Часто мужчина уступает и соглашается просто из позиции «жалко, что ли? Ты не хочешь быть правым или счастливым? Не мужик, что ли?» В итоге мужские интересы просто перестают приниматься в расчет. Остаются только женские хотелки. Но стоит ли осуждать женщин? У каждого свое место в пищевой пирамиде. В паре всегда кто-то главный, а кто-то ведомый. Посмотрим трезво. Если мужчина позволяет относиться к нему как к ресурсу, так тому и быть. Ничего не поделать, если человек сам выбирает роль жертвы. В конце концов, если мужчина сам не хочет брать в руки роль,
Главой семьи становится женщина. Развитие этой идеи мы прекрасно видим по всему западному миру. При этом далеко не все женщины рады подобному раскладу. Но раз мужчина не хочет решать, а женщины пользуются ситуацией к своей выгоде. Патриархальная семья и азиатки. Патриархальные основы азиатской семьи тысячи лет назад были заложены самим укладом жизни в странах Азии и способами хозяйствования. А Конфуций и его последователи с маниакальным упорством систематизировали и развивали идеи патриархата. Основа основ конфуцианской системы – понимание человеком своего места в обществе, осознание жизненного пути и служение обществу. А общество начинается с семьи, в которой у мужчины и женщины общая цель, но свои собственные обязанности и задачи. Мэн Цзы. Когда рождается мужчина, то желают ему, чтобы он обзавелся семьей. Когда рождается женщина, то желают ей, чтобы она создала семью. Родительские чувства присущны всем людям. Нравится? Вижу, как любители азиаток уже улыбаются, их воображение рисует заманчивые перспективы. Однако есть проблема. Большинство наших мужчин патриархальной организации ячейки общества просто не готово. Патриархальная семья – это абсолютная ответственность на главе семьи. Патриархальная семья устроена по принципу «мы посовещались, и я решил». Игры в демократию не прокатят. Напомню, азиатка хочет от мужчины уважения и быть за ним, как за каменной стеной. А многие ли мужчины готовы стать той самой стеной? Ведь наш воспитанный в патриархате мужчина привык, что за него все решает женщина. Одна из причин распада мультикультурных браков – отсутствие взаимопонимания между партнерами. Та самая радость культур. Но что это значит? Речь про роль мужчин и женщин. Очевидно, что в патриархальном обществе Азия и у нас эти роли немного разные. Азиатке не нужно равенство в европейском смысле этого слова. Она его не понимает и не знает, как это приспособить к делу. Женщина ищет сильного мужика, который будет содержать семью и заботиться о ней и детях. Со своей стороны она гарантирует все положенное по женской части. Кстати, если вы проанализируете претензии наших мужчин, которые вкусили отношения с азиатками и остались недовольны, то увидите, что женщины всего-то требовали от них быть сильными. Их патриархальная семья – наша проблема. По большому счету, в патриархальной семье очень много руководящей работы. Хотя нет, не так. Прежде всего, мужчина должен быть лидером. Капитаном корабля, который ведет свой корабль сквозь бурю. Выше я сделал длинную отсылку на тему бизнеса. В странах Азии малый и средний бизнес – основа общества. Главное следствие – фантастическая инициативность и предприимчивость людей, умение принимать решения и нести ответственность. Естественно, что подобное мировоззрение азиатка ожидает и от нашего мужчины. Потому отношения с женщинами из Азии получатся только у мужчин с развитыми лидерскими качествами. Мужчин, которые способны к долгосрочному планированию, умеют управлять ресурсами, определять цели и задачи. И опять, нести ответственность за себя и других людей. И вот тут самое печальное. Наши люди в массе своей не готовы нести ответственность и даже за свою жизнь, что говорить про чужие судьбы. Многие с радостью передают бремя принятия решения кому угодно, да хоть телевизору, лишь бы только самим ничего не решать. Объективно все это обусловлено нашим обществом и культурой, только с азиаткой подобное не прокатит. Пока дела идут хорошо, мужчина работает, обеспечивает семью, женщина копошится по хозяйству и радуется странному, но ласковому мужу. При наступлении проблем мужчина и раскиснет и пойдет искать утешения у женщины. Ведь он с мамой всегда так делал. Да и отец тоже так поступал. Азиатка посмотрит и подаст на развод. А мы услышим очередную сопливую историю из разряда «я ее любила, она меня кинула». Хотя ситуацию жестко и точно описывают сами азиатки. Зачем мне мужчина, если он не содержит семью? Контраста ради я приведу сурового примера из Южной Кореи времен азиатского финансового кризиса конца 90-х. В трудные годы многие корейцы теряли работу. Не всем получалось устроиться хоть куда-то. И если корейский мужчина не мог более обеспечить семью, если вывернуться не получалось, он брал в банке кредит, на что угодно, на открытие своего дела, отдавал деньги жене и прыгал с моста. По корейским законам банк не имеет права предъявлять требования по выплате кредита жене заемщика, а семья на эти деньги могла как-то прожить дальше. Представьте мировоззрение мужчины, который планирует подобное. Думаю, понятно, что это не мимолетный порыв. И подобное решение приняли десятки тысяч людей. Явно прослеживаются аналогии самурайской традиции сэппуку, когда мужчина резал себе брюхо мечом и так решал вопрос сохранения чести. Правда, корейские мужья делали для своей семьи последний подарок. Кстати, подобных подарков на прощание в современной Японии и Китае тоже предостаточно. Матрица и азиатки. Но как понять, тварь я дрожащая или человек? Вспомни диалог провидицы Пифии и Нео из Матрицы. Как считаешь, ты и есть избранный? Если честно, я даже не знаю. Видишь, что там написано? Это латынь. Познай себя. Открою тебе одну тайну. Быть избранным все равно, что влюбиться.
Кто знает, что ты влюблен? Лишь ты один чувствуешь это, всей кожей. Что ж, открой рот и скажи «А». А, но ведь ты же знаешь, что я тебе скажу. Я не избранный. Дар у тебя есть, но мне кажется, ты чего-то ждешь. Чего? Может, в следующей жизни? Кто знает. Отношения с азиаткой – это умение вести за собой, стремление и потребность принимать решения. Как тот избранный, нужно не просто верить в себя и свои силы, нужно знать и этим жить. Есть люди, для которых вести за собой других так же естественно необходимо, как для рыбы плавать, как для птицы летать. Но кто-то счастлив, будучи ведомым. И это не хорошо, не плохо, просто мы разные, каждому свое. Правда, в этом случае азиаток лучше оставить лишь в скрытой папке на компьютере. Однако можно ли развить, если чего-то не хватает? Кто знает, может, если много над собой работать. В любом случае, все начинается с сознания, надо что-то менять. И решимости действовать, ведь Нео все-таки стал избранным. Дорогу осилит идущий.